Меня зовут Владимир, я журналист. Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Я Семченко Галина Михайловна, Числа, месяца от рождения? 25.02.58 года рождения. Откуда вы? Я вообще родилась в России, Иркутская область, в Сибири. Ага. А сейчас проживала, и живу в Ивано-Франковске. В Ивано-Франковске. Давно вы там живете? З 90-го года. Українську мову розумієте? Я розумію все, понимаю, но вымовлять не получается. Особенно, когда волнуюсь, я просто теряюсь. Вы на обмен писали вообще? Вы хотите Нет. Не хотите на обмен? Я не хочу, бо у меня проживает в Ивано-Франковске дочь, внуки, муж. Давайте без эмоций, хорошо? Вы, да? Вы даете добровольное согласие на нашу с вами беседу и ее запись Да, и конечно. публикацию? Да. Спасибо. Лайки. Да, за лайков получилось. Так Это что какая статья у вас? 436, 2 и 3 часть. А что это за лайки такие были? Где и как это происходило? Ну, в Одноклассниках там кто-то выставлял, я читала, и то, что как бы считала, что меня вот волновало это, я... А что это было такое? Ну, первое было то, что, например, вот на Восточной Украине дети погибали, там Да. вот эта аллея, это самое. Я в основном вверху то не читала, а то, что там вот писалось, что дети погибли, что сожалеют все люди, что они погибли. Ну и я с этим как бы была согласна. Потом еще была А одна... вверху там, конечно же, написано, что убили детей украинцы просто так и все, да? Ну, Потому что им так да, в захотелось. связи с этой войной, что вот пошла война между Украиной и как бы вот этой оккупованной частью Восточной Украины, что погибали дети. И вот это А самое. вы интересовались вообще этим всем вопросом? Я как-то по войны. поводу политики я сильно не вникала, а вот когда вот началась война, я вот в то, что выставлялось в Одноклассниках, я вот так вот, идет лента, кто-то я даже поначалу не подумала, что если поставлю лайк, что я тоже продолжу эту Конечно. публикацию Лайк, репост, дальше, это да. все, что, да, это вы поддерживаете Это эту самое. информацию. Да, и что еще кто-то после меня будет читать. Да. И это самое, потом что-то еще было там, что погибли, выставились свечи, что, естественно, я ставила лайк, что сожалею о том, что погибли люди. Потом было у меня, еще песня была, Шамана, «Вставай там». Но она не была так, что, мол, просто уходят люди, что умирают и уходят куда-сюда. Но она же в поддержку России, эта песня, правда? Там у него была другая, «Я русский», песня, в поддержку России. Но я тоже так же вверху, я в основном ее включала, когда дома прибиралась, включала и вот это слушала. Мне просто, нравилось. Честно скажу, что мне нравилось. И вот я русский, я русская, но я не поддерживаю эту самую агрессию России. Как я могу поддерживать, вот скажите, агрессию России, если у меня тут живут внуки, проживают, мой зять, если в случае чего пойдет на ту же самую войну и погибнет. Или когда начались вот эти тревоги, в первую очередь переживаешь за кого? За внуков. Что не дай Бог... Сколько внуку лет? Одной 13, другой 8. Внучки две у вас? Да, две внучки. 12, 8. Да, там не так думаешь за себя, как думаешь за внуков. И, поначалу, естественно, бегали там, в подвалы ховались, потом уже как-то так уже это, может, вошло в привычку, что уже так дома сидели, ховались где-то в уголочке. Там ближе, подальше від окон. И это в Ивано-Франковске. Да. А представляете, что вот происходит, например, в Запорожье, Днепре или Харькове, куда прилетает вот постоянно?
Поначалу я, вот уж это самое, когда вот начинались события, я удивилась, а потом, когда вот начали уже эти события такие развиваться, что действительно я уже вообще не хотела, и я перестала заходить в Одноклассники, я перестала лайки якісь ставить, понимаете, я уже не, это самое, у меня даже в этом казалось, что я уже перестала, я осознала, что это уже не должно быть, потому что гибнут дети, гибнут люди на Украине такие же. Я с 90-го года живу в Украине, и я не хочу ничего сказать про украинцев погано. Я работала в магазине, обслуживала людей, я с ними общалась, меня воспринимали так, как положено, и я относилась к людям так, как положено. В Ивано-Франковске? В Ивано-Франковске. И у меня там друзей багато было, у меня так это сам, и я не могу себе представить, чтобы вот эти, у моей подруги близкой тоже сын здесь там на фронте, и я не могу себе представить, чтобы этого самого, я же говорю, я потом, когда осознала, что все это происходит, и к чему это приводит, естественно, поначалу, так как я уроженка России, мне что-то вот, знаете, так не хотелось, чтобы война была между Россией и Украиной. И я хотела, да, чтобы мы жили дружно, как и раньше жили. Ну, так сталося. Но ведь мы же не живем дружно с 2014 года, начиная. Ну, з 2014 года я вот якось не поняла цього Майдана, понимаете? Я как-то не... Нет, так дело же не в Майдане. Майдан у нас в стране был. Какое здесь дело России до того, что у нас в стране происходит? Вы можете понимать или не понимать, равно как и я, да, и как кто угодно. Разве то, что у нас в стране происходит, дает право России вторгаться в Крым? Нет, я всегда говорила, что Украина должна быть самостоятельной, самообеспеченной, и никто не должен ее... Там Европа, тут Россия. Украина должна жить как и там хорошо, Это, иметь экономические связи. Абсолютно ваше мнение, да. вы полностью имеете на него право. Я говорю о том, что агрессия началась в 2014 году. Россия аннексировала Крым. Вы просто этого не заметили, Крым. наверное. Не, ну почему Крым я заметила? Хорошо, тогда прямой вопрос. Чей Крым? Ну, Крым как был украинский, так и есть украинский. У меня дети туда ездили, отдыхали. Принимается. Следующий момент. По Донбассу, о котором вы писали, о детях, обо всем прочем. А вы знаете, что после Крыма Россия сразу же зашла и на Донбасс? Ну, как я читала, что там вроде были, то, что вот жили там на Донбассе люди не захотели, и вот они стали самое. Знаете, я знать не могла. Я вам такие статьи, знаете, сколько напишу? Ну, да. И вы сами можете написать, и вообще кто угодно. Не, я не по статьям, конечно. Не, ну это просто элементарно. Собираешь там группу людей, раздаешь им флажки, какие-то якобы урны для голосования, делаешь картинку и рассказываешь, что все вот захотели. А стоит просто открыть данные там, Организации Объединенных Наций, украинские данные, и вы увидите, сколько переселенцев, внутренних переселенцев. А внутренних переселенцев почти 1,5 миллиона. Там у нас во Франковске тоже багато переселенцев приехало. Из региона, где почти 5 миллионов человек, только 1,5 миллиона сбежали оттуда, когда туда зашла вот как раз Россия. Так что вот эти все рассказы о том, что люди захотели, они, знаете, очень такие сомнительные, эти рассказы. Ну, вот так, как я читала, ну, конечно, естественно, я тоже, у меня муж уроженец Восточной Украины, то я, конечно, не согласна с этим. Я сразу сказала, что Украина должна быть самостоятельно, в полном составе. И, а муж ваш, вы с ним не поддерживаете отношения? Почему не поддерживаю? Поддерживаю. Он где-то на оккупированной территории? Нет, он во Франкивске. А, он во Франкивске. Да. А, понял. Но и он бывший военный. Сейчас на пенсии. Но вы говорите, что он с восточной части Украины. Он родился там. А, родился? Да, под Донецком. Ну, если он военный, если он, очевидно, тоже не может поддерживать эту всю агрессию. Агрессию нет, бо он же служил в украинской армии. Да, он давал присягу украинской армии. Да. И вот на фоне вот этого всего
То есть я понимаю, у вас абсолютно нормальная семья, абсолютно обыкновенная. Кстати, вы в сфере обслуживания до какого года работали? До последнего вот этого года, когда вот уже началась эпидемия, и тогда уже магазины стали закрываться. Уже вышел закон о том, что обслуживать должны на украинском языке в магазинах. Помните этот закон? Закон я помню, но вот как раз уже я выходила в магазин, те все обращения к людям, что вот это самое, я себе заучивала, понимаете? Это большая проблема, как вы считаете? Каждый день одно и то же произносить небольшая проблема. Небольшая. Не, ну это я просто передаю привет некоторым особо одаренным, суперобразованным женщинам, которые утверждают, что у них по 3 высших образования, а вот заучить несколько фраз на украинском языке им почему-то вот как-то совсем не с руки. Там поздороваться, привітати, спитати, що потрібно, то... Даже если вы будете на ломаном говорить, люди не будут к вам, правда, претензий никаких Нет. предъявлять? Я говорю, до війни я вообще могла розмовляти російською мовою, и ко мне никаких всего не было. После войны это изменилось. А это вот по поводу того, как раз вот, что вот россияне массово пишут о том, что у вас там кто-то кого-то заставлял на каком-то языке говорить. Вас заставляли? Не, меня не заставляли. Сейчас заставляют. После войны уже тут уже будет это. Да, сейчас заставляют, и вот сегодня поэтому... А как вы говорите, сейчас заставляют? Каким образом? Ну, каким образом? Вот сегодня, например, на построении мне начальник сразу сказал, если вы не можете выучить украинскую мову, чего вы тут находитесь, езжайте на... Просто намагайтесь говорити українською мовою. Я говорю, я намагаюсь. Но когда я особенно волнуетесь, когда волнуетесь, вам тяжело. Я не думаю, что это принуждением, сложно назвать как бы такое обращение. Я ее понимаю, я читаю ее. Я розумію, когда с человеком размовляю, вот, например, он размовляет со мной украинской, я его понимаю так, как он разговаривает, как будто со мной на русском. Понимаю, да. Конечно. Кино смотрите на украинском. Да, я вообще проблем у меня с этим нет, но вот именно выразить свою мысль и большое предложение. До какого возраста жили в России? В 90-м году мы сюда приехали, 5 років мы жили за границей. В 83-м я уехала из России, здесь так. В 83-м? Да, мы уехали в Германию, там служили, а потом нас по распределению сюда уже. Это порядочно. С другой стороны, вы... понятно, вы как... Нет, я имею в виду не это. Я имею в виду не то, что уже сейчас. Я имею в виду, что говорят о том, что вот у нас были какие-то серьезные языковые проблемы, что у нас ходили всех вот еще до войны, заставляли там как-то на украинском языке говорить. Вот вас заставлял кто-то говорить? Нет, меня никто не заставлял. Меня никто не заставлял. Я размовляла так, как размовляла, на суржику. Понятно, да. Понятно. Так вы и сейчас на суржике размовляете. Да. И это самое. И к этому у меня претензий никаких нема. Это, я уточняю, это не потому, что у вас претензии, а для зрителей. Потому что очень многие не понимают, они действительно думают, что здесь бегали какие-то злые люди и заставляли кого-то говорить. Я утомляюсь объяснять россиянам, которые этого не понимают, что это просто невозможно. Не может быть, что вот на улице кто-то кого-то будет заставлять говорить на каком-то языке. Ты можешь говорить на немецком, английском, русском, французском, украинском. Тебя никто не может это все заставить. Честно сказать, это все зависит от людины, которая, например, у меня еще и в 90-м году иногда заходил человек и начинал говорить, что что это вы тут? Обслужите на украинском. Да, на украинском. Это его право как клиент. Так. Поэтому, Да. так, чтобы насильственно заставлять кто-то, то не заставляли. Вот. И здесь же важно отметить, что Ивано-Франковск, да, это же западная часть Украины, правильно? Так. То есть, если уже здесь этой проблемы не было, да,
то рассказывать о всей остальной Украине, это уже Нет, совсем мне даже бред. иногда приходили на работу, и я начинала говорить на украинском, пытаться, Да. знаете, произносить. То мне сказали, не говорите, мы вас Я понимаем, говорите лучше так, как такие вы случаи. всегда Да. разговариваете. Мы вас разумеем. И вот на фоне вот этой всей истории, смотрите, нормальная семья, нормальные отношения, нормальная жизнь, да, Крым украинский, вторжение на Донбасс вы не поддерживаете. И вот вы сидите в этих одноклассниках и зачем-то лайкаете вот эти вот пророссийские посты. Я вот тоже об этом подумала, зачем я думаю, вот всего лайкнула. Детей пожалела. Пожалела убитых всего, я же в Фейсбуке тоже там всего, но я туда редко заходила. Но вот как-то на Одноклассниках нету выставлено того, что там украинские парни погибали. И, на Одноклассниках, может не, быть, вы что-то и знаете, выставлено, я не знаю. там тоже есть украинские. Не, может быть. такие. Я там не сижу, я ничего не Что-то буду самое. утверждать. Я просто говорю о том, что если бы вы до того, как вот лайкали вот это все, поинтересовались, что и как там происходило, вы говорите особо. Ну вот в такие вот сильные, которые закрытые вещи, у меня дуже слабая психика, я не смотрела. Они закрытые вещи. Ну вот понимаете? эти вот Тут статьи. схема простая. Россия заходит в Крым, аннексирует Крым, заходит на Донбасс, начинается там война. Если бы Россия туда не зашла, никакие бы дети не погибли. Это все, что нужно понимать, даже просто для того, чтобы в эти одноклассники пророссийские, в основном, да, российская соцсеть, просто не ходить. Ну так или нет? Ну, дело в том, что понимаете, туда, да, надо было не ходить туда, я сейчас уже это точно разумею. Но я в Одноклассники зашла, потому что у меня связь была чисто с одноклассниками, со своими. Да, понятно. Понятно. Я ж Одноклассники там- из России. Да, ну я же там школу закончила, там это самое, и общалась с ним. У нас не было такого, чтобы мы что-то там говорили. А именно про это самое. Вот последний раз, когда я заходила, девчата говорили, что мне вот через столько-то, столько-то у нас встреча 50 років после окончания школы. И я говорю, то не знаю, теперь не получится, конечно, сожалею, что не смогу встретиться, но так получается, что вот из-за всех этих проблем я не могу приехать на вот это. А вы бы в Россию сейчас еще поехали бы на встречу? Да сейчас вы что? Сейчас А как где я бы должна? поеду? Вы говорите, я сожалею. Сожалею, я общалась именно в Одноклассниках до того, как вот начались такие сильные до полномасштабного вторжения. Да. Понял, есть. Вот там уже и нельзя было выехать, и нельзя таить. Я бы никогда бы и не выехала. Как я могу бросить свою семью? Ну, я что? Ну, там своя семья, хай у меня там 2 сестры, брат, но я же не... У них своя жизнь, тут у меня своя жизнь налажена, я не могу бросить свою семью. Ну, в целом, мне понятна ваша история и ваша позиция. Смотри, никакого осуждения, да, с моей стороны, ну, с учетом того, что вы понимаете, что это вообще-то, ну, что это было, да, вот назовите сами. Вот охарактеризуйте свои действия. Ну, как же? Какое-то оболванивание, чи що, я не знаю. Якесь непонимание в данном случае той ситуации, якось неразумение всего того, что произошло. Надо было бы подумать своей головой сперва, заразуметь все. Да. Так. Больше поинтересоваться информацией, Так. больше изучить. Да. С учетом того, что вы сейчас это поняли, ну, я думаю, я желаю вам удачи на кассации на вашей, о которой вы говорили. Дякую. Спасибо вам за разговор. Дайте микрофон. Я думаю, мне ничего не... Хужего не будет. Хуже не будет. Хочу
что же вы не рассказываете? Ну, скажите про пенсию, про свою, правильно. Ну, я щиро раскаялась в своих действиях и хотела бы искупить в Украине свой поступок. Я перевожу свои пенсии, у меня пенсия 200 на украинскую армию ЗСУ, им помогать как бы искупить свой поступок. Переводите ежемесячно по 1000 гривен? Так, перевожу каждый. А куда вы переводите? Ну, у меня там дети, я ж не могу переводить тут. У меня там дети дали им рахунок, и они переводят все из моей пенсии. Пенсия моя еще тоже, они там отримают ее и переводят. Еще раз желаю вам удачи. Дякую. У вас впереди кассация. 5 лет вы получили, год вы уже отбыли. Я думаю, что наверное, будет правильно, но это их решение, конечно, но, наверное, все-таки будет правильно ограничиться каким-то отсиженным сроком, там, не знаю. Дякую. Дякую вам. Обращаюсь к пророссийской публике, которая смотрит эти видео и пишет о том, что вот, а чем вы лучше нас. Смотрите, мы лучше вас тем, что мы, во-первых, к вам не вторгались, да? Ваших людей не оболванивали и не одурачивали. Если говорить о вас конкретно, то вот только сейчас из того, что я листал тут в Телеграме, значит, прокуратура сегодня запросила 8 лет Александру Скочеленко, 8 лет колонии, за антивоенные надписи на ценниках в магазине. То есть это россиянин писал антивоенные надписи на ценниках, и ему 8 лет за это запросили. В стране, которая напала и вторглась к нам, да, человек просто пишет: я против войны. У вас за это, у вас в стране, которая вторглась, за это дают 8 лет. Так что вы на себя посмотрите сначала, прежде чем нам что-то говорить. А что нам делать с людьми, да, которые сознательно или бессознательно поддерживают эту агрессию, ну, мы уже как-то сами разберемся. Также сегодня Путин помиловал убийцу Веры Пехтелевой. Этот убийца 3 часа пытал, издевался над ней в квартире. Там что-то 100 ножевых ранений. Угу, да. Там около 100 ножевых ранений. Так вот, Путин сегодня его оправдал за участие в СВО. Да нет, это я обращаюсь к подписчикам. Некоторые там комментарии пишут о том, что чем мы лучше, чем мы хуже. Просто не надо вторгаться в чужие страны, и тогда вам не надо будет заглядывать кому-то в одно место и спрашивать, кто лучше, кто хуже. Да, рашистики, забыл еще одну вещь сказать. Покажите мне хотя бы одно видео вашего любого журналиста, да, который вот так вот откровенно, без нарезок, без там подготовки, вот так вот сядет, пообщается с любым вашим обвиняемым за то, что он не поддержал войну. Даст им не подготовленный какой-то текст, знаете, а вот действительно даст человеку высказаться с аргументами, контраргументами. Покажите мне хоть один такой ваш разговор. Покажите мне хотя бы один ваш разговор с человеком, который хочет вернуться в Украину. Вот как мы показываем. Вот эта женщина сейчас, вот она вообще не хотела на обмен, да? Это так просто, чтобы показать, чтобы не делали такого. Потому что я сам сочувствую людям, которые по глупости попали. Покажите мне разговор вашего любого журналиста с человеком, которые, например, там из Мариуполя выходили по так называемому зеленому коридору, вышли в Россию безальтернативно, не имели альтернатив. А теперь сидят там в России, их никто не выпускает. И они хотят в Украину, а вы их там держите. Покажите такой разговор, пусть человек расскажет, почему он хочет в Украину. Выслушайте его, поговорите с аргументами, контраргументами. Покажете хотя бы на такое видео? Нет. А мы вот этих вот пророссийских людей показываем и говорим, заберите их к себе. Вот чем мы отличаемся, хотя бы. Присаживайтесь сюда, на этот стульчик. Да. Меня зовут Владимир, я журналист, общаемся
по осужденным по вашим статьям, ну и по поводу обмена в том числе. Вы писали на обмен? Да, Писали. Пообщаемся? пообщаемся. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего видео. Да. Тогда представьтесь, как зовут вас, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Кривобок Вадим Константинович, 81 год рождения. Угу. Село Раздоловка, Донецкая область. Да, село Раздоловка, Донецкой области. А за что вас осудили? 161 межконфессиональный розжиг. Разжигание межконфессиональной розни. Ну да, что такое. Да. Сколько лет дали? 2, Всего 2 года? да. А сколько вы уже сидите? Ну почти год. Почти год уже находитесь тут. Мгм. Так, а в чем заключается ваше преступление? Напился водкой, короче, что-то там со священником не поладилось. Честно, я даже не помню, что было. Я никого не трогал, не побил, ничего вообще. Просто что-то не то сказал и все. Под градусом. Ну да, Это один эпизод был? ну да. Ага. Как что раз за в это священник? время мне село разбили, там у нас начались боевые действия. Это в каком году было? Ну, в 22-м, весной, когда начали село обстреливать, я выехал на Днепропетровск, из Днепропетровска уже потом ракеты начали, на Павлоград, с Павлограда я выехал уже на Западную Украину. Понял. Такая разбили село, вы не связывали это как-то с полномасштабным российским вторжением случайно? Да, ну, я не связывал, я вообще это считаю, что как бы геноцид украинского народа. О. Так, можно ваш приговор посмотреть? Что-то не очень сильно Смотрите понимаю там. суть вопроса. Так. 24.05 приблизно о 7:30 ви прийшов до будинку священнослужителя Ну, такого-то. это неправда, я к нему домой не приезжал, я с села, там село, ой, как же ж оно, в Ровенской области. Угу. В Ровенской области. Я ночью напился водки и пошел с Волынской области. Дерна. Нет, я вышел с села Ставок и пошел в Ровно. Пересек границу, меня даже останавливали на блокпосте, я и шел пешком домой. Ну, мне там чуть бабахнуло, мне дом разбило, короче. Я пешком Ну, и шел понятно. на Донбасс. Ну, уже датой тогда, когда и шел. И он пишет, Волыни. что я в 7 часов к нему пришел. Я сел, я еще был в Ровенской области в 10:30 на автобусной остановке. Я приехал в село Дерна часов 12, где-то вот так, в начале первого. Время не сильно имеет здесь значения, я не об этом. Я о том, что вы ему сказали, по крайней мере о том, что здесь написано. Я его вообще не помню. Я помню, что я сидел с какими-то там малолетками возле кафешки, короче, уже даты дымили. Приехали короче. жить Его к я вообще- националистам и бандеровцам. Кто куда Ну, приехал? это с его слов, так я не знаю. Если честно, я говорю, я был в умат, короче. Там помню, что меня приехали, под белые рученьки забрали и все. Сказали, ты вот так говорил. Короче, вы нацики, вы бандеровцы, вы все такое прочее. Вы этого не помните. Нет. И вы не поддерживаете эти высловы. Да ну, особо нет, потому что у меня дед со Львовской области, короче. Как бы. А не особо. А? А не особо. Что не Ну, особо? вы говорите, особо нет, особо не поддерживаю. Ну, Не потому особо. что я сам, меня всю жизнь бандеровцем, я с греко-католического села. Я греко-католик, я, короче, живу в селе, у нас 3 села, мы переселенцы Западной Украины. Так. То есть после Второй мировой войны моего деда переселили на Донбасс, Было это такое. Чубаровка, Раздоловка, Звановка, 3 села, мы, короче, переселенцы Западной Украины. Да. Я не спорю, может такое было. Они там меня обзывали наводчиком ракет, там посылали меня куда подальше, там ну, местные жители. Может, я дал какую-то ответку. Я, если честно, я же говорю, я был в умате, я просто был Слушайте, бухой. давайте не будем брать вот это вот. То есть тут суть мне понятна. Значит, скоро придут русские войска и всех освободят. Это то, что тут написано. Ну, Если это вы с его этого не слов, помните, конечно. толку ли об этом говорить? Ну, да. То есть... Как вы относитесь к полномасштабному российскому, вообще к российской агрессии? Как вы относитесь?
Ну, я к ней никак не отношусь. Я ж не агрессировал ни про кого, ни против кого. Нет, я говорю, ну, как вы относитесь к их агрессии? Причем здесь, что вы агрессировали или нет? Я не знаю как. Мне кажется, для этого же какие-то причины были. Все-таки вы оправдываете это? Я их не оправдываю, ну, говорю, это ж какой-то толчок был же, там, при Кучме, при остальных президентах этого же не было. При Порошенко было? Ну, при Порошенко было, да. Но дело в том, что я такой человек, что я Порошенко, ну, власть, если честно, я не считаю его президентом. Ну, выбрали же. Ну, выбрали же, проголосовали. Я не ходил вообще на выборы. Ну, вы лично нет. Так нам и не давали ходить. В смысле? Ну, я когда жил подконтрольно на Донбассе, у нас же выборов не было. На подконтрольной территории Украины у нас не было выборов, да. Это я первый раз такое сейчас слышу. Ну как это, первый раз, если такое было? Не, я первый раз слышу, я не утверждаю, было или не было. Ну я вам рассказываю, что нам не давали в наших зонах, вот Солидар, Раздоловка, вот эти вот села, они не голосовали, потому что прифронтовая зона, у нас не было выборов. Зрители, кто оттуда, напишите, что знаете. Кто-то, может, видел что-то об этом, потому что я... О чем? О том, о чем вы сейчас говорите. О том, что выборов не было. Там много людей об этом знают. Есть знают. комментарии, есть чат, и, в общем-то, было это или не было, я же не утверждаю. Парламентские выборы там были, но мы не участвовали там у нас просто их не было. Но я сам по себе, я аполитичный, я, короче, не хожу на выборы. Не, я не за Януковича, не дело, голосовал ни за кого. Не ходит на выборы, и совсем другое дело, что целому району не давали голосовать. Это не только целому району, там очень многие подконтрольной территории у нас просто не проводились выборы при Порошенко. У нас выборы уже пошли при Зеленском. Давайте так, выборы не проводились при Турчинове, да? Ну, я точно не знаю. Там логика. Ну, я помню, что, по-моему, раз или два у нас вообще выборов не было, что нас это возмущало. Что мы живем на подконтрольной территории, у нас выборов нет. Нет, ну да, сначала выбирают президента, потом парламентские выборы. Ну да, что-то там на парламентские. То есть президентских выборов у вас не было при исполняющем обязанности президента Турчинове. Ну да. Если, уже следовать тому, что... Да, уже парламентских выборов у вас уже не было при Порошенко. Да, да. Выходит так, из ваших слов. Ладно, выборы выборами, а все-таки Россия развязывает вот эту вот агрессию, да, еще в 2014 году. Что вы об этом думаете? Да ничего думаю, ничего хорошего здесь нет. Ничего хорошего здесь нет. А зачем? Что зачем? Зачем они это сделали в таком случае? Как вы думаете? Они считают, что Януковича незаконно свергли. Какие-то, видно, бизнес-дела с Украиной потеряны. Очень много, все зависит от денег. Как вы думаете, даже абстрагируясь от Украины и России, да, просто вот в общем возьмем, одна страна может диктовать другой стране какие-то свои условия? Считать, что может вторгаться в другую страну? Я думаю, это все происходит из-за угрозы ядерной безопасности РФ. Вот так. Мое мнение такое, да. Так. Украина, по сути дела, Путину не нужна. Да что вы говорите? Да, это просто идет как бы. А что же они под Киевом делали, если Украина не нужна? Что войска России? Приходили власть захватить, видно, взять под контроль эти территории. Так Украина же не нужна. Так Украина же не нужна. Украина бывает разная. Такая и такая. Украина при Кучме одна, а сейчас другая. То есть Украина не нужна или нужна какая-то другая? Видно, что у них какие-то есть опасения по поводу, что сейчас происходит. Там, они боятся какие-то вступления блока НАТО или затягивания, например, на территории Украины ядерного оружия. Так ведь не затягивал никто никакое оружие. Это недоказуемо. Там затягивало и не доказуемо очень даже. Очень даже доказуемо. Все перемещение. Это я так думаю, я же не знаю, как это на самом деле. Кто я такой? Я вообще с колхоза, пацан. Понял. Как уже с колхоза пацан, да, следуя вашей логике, Финляндия вступила в НАТО, да, то Россия должна была бы на нее напасть вообще-то. Возможно, это будет. Мы же не знаем, что дальше будет. Я не думаю, что это будет. Это тоже я думаю, что здесь будут какие-то дальше продолжения разрушения нашего государства. Понятно, что они будут продолжать здесь пытаться сделать то, что они начали, но
вопрос в другом, просто по логике. Это оправдано, вторжение России в Украину? Вот такое Я сейчас не могу вам этот вопрос, я ж не Бог, я не знаю, что там происходит. Да, на конечно, самом не деле, Бог. понимаете? Каждый человек же как-то для себя дает Все люди, все ответы. простые. У меня просто есть какие-то, свои мнения об этом. Что я, например, знал, что Россия на нас нападет, если такую политику вести, что Белоруссия, Украина это пограничные. Это есть вот империя российская, есть блок НАТО. Вот есть нейтральные страны Белоруссия, Украина. Если у нас что-то будет в одну сторону или в ту сдвигаться, здесь будет какая-то бойня, и вот она происходит. И это будет происходить дальше. Вот нам, например, говорили, у нас пацаны в селе, там, все, там, у меня мать патриот, там все патриоты, они там говорят, они сюда не зайдут. Я говорю, зайдут. Они зашли, разрушили Артемовск, Артемовский район, все, побили мне село, мне негде жить, у меня мать под 70 лет без дома осталась, я не знаю. Вот самое здесь печальное, что вы как бы должны, их осуждать за это прямо, потому что вторжение в чужую страну, на чужую территорию. Но вы говорите, они вот так вот было бы. В любом с ними можно было разговаривать, а наши не хотели с ними разговаривать. То есть мы должны были выполнять их требования какие-то. Я думаю, если это ядерное, мы сделали ошибку, во-первых, еще при Кучме, когда мы отдали ядерное оружие. Да, если мы ядерное оружие не отдали, у нас бы этого никогда в жизни не было. Это наша ошибка, да? А теперь Конечно. берем второй бок. Печально, что за эту ошибку никто не ответил. И распродажу украинской армии. Уже и не ответит. Много ошибок мы наделали, но это с нашей стороны. А теперь берем вторую сторону медали. Россия же тогда, когда мы отдавали это оружие, она тоже, я согласен. Она не только не виноватая Америка и Россия, то, что сейчас у нас происходит, они не сдержали своего слова по отношению к украинцам. Америка там не вторглась к нам. Никого не убивала, земли не отнимала. Как бы вам сказать? Вторглась, не вторглась. Давайте перечислите мне, какие территориальные единицы Украины себе аннексировала Америка или кого убила у нас Америка. Ви розумієте, що я считаю себе українцем, я всю жизнь розмовляв на українській мові, учився в українській школі. І я б з вами цю розмову не вів, якби ви не сказали, що ви хочете на обмін. А якщо ви сказали, що ви хочете на обмін, то я вже веду цю розмову і намагаюсь різнобічно підходити до ваших поглядів, щоб зрозуміти. Я просто хочу виїхати з країни на даний момент. Я не хочу там, що мені сказали, що мені їхати там в Росію. У мене в Турції є товариші. Мені просто треба виїхати. Так обмін же з російською стороною. Ну і що? І ви виїдете в Росію, ви думаєте, що ви виїдете в Росію на обмін, вони вам скажуть, так, а що, я з Росії не можу виїхати в Грузію, а з Грузії в Турцію або на Європу. Короче, план такой. Такой. Понял. Все. Теперь понятно. Боюсь, вас никто, конечно, оттуда не выпустит так просто и попытаются вас использовать. Не, у меня и родственники, по сути дела, все там в Украине, по сути, никого не осталось. Братья двоюродные, в России живут тоже. Тетка вот умерла, да. А братья двоюродные давно в России? Ну да, они музыканты. Один клавишник Меладзе, О, второй. Ничего себе. А второй здесь брат у меня, с Меловинами в Киеве. Так за вас есть кому походатайствовать. В смысле? Походатайствовать, чтобы забрали вас на обмен. Да я думаю, что я им не особо нужен. Это да. Это да. У них свои проблемы там. С братьям, в смысле? Ну да. Я думал, России. Да, Россия. В общем, это применимо в обеих. Там главное паспорт российский, как мне объяснили, что не принимать российское гражданство, потому что могут сразу на Мариуполь отправить. Но у меня планы не такие, мне просто я моряк, я ходил в море с Мариуполя. Я ходил в море, в рейсы. Вот это ж началось, как раз я был в Малайзии, по-моему. Вот это ж началось в Мариуполе. Так вы нормально себе жили, вы неплохо зарабатывали, получили, я работал в реческой компании, да. А семья, дети, жена? Я с семьей развелся. У меня сейчас уже, я с Ясиноватой забрал девочку с семьей, когда обстрелы начал, перевез их на украинскую территорию под Бахмут. Вот уже живу с ними 9 лет. Вот так вот. Уже девочка выросла даже. Так что как-то что-то. Она сейчас уехала в Польшу. Планы такие, просто выехать. Я не знаю, или в Европу, или у меня товарищ в Турции. А вы когда забирали, сколько девочке лет было? 5 лет, по-моему.
Да вот ей 15 лет, сейчас 5 или 6 вы ей годиков. как приемный отец? Да, вроде да, того, забрал их, короче. Понял. Ну, хорошее дело сделали. Да, я их вывез на территорию подконтрольной Украины, там еще жили, я купил дом. Ну и, короче, Ситуация у вас следующего характера. Человек вы, конечно, неплохой. Ну, Вот только ваши взгляды, они чуть-чуть такие, знаете, не устоявшиеся, немножко вы путаетесь как бы в них, да? Может и вот быть, под да. влиянием вот этой всей ситуации, крайне нехорошей, да, выехав сюда и поддав, соответственно, алкогольных напитков, вылезла наружу вот это ваше... ну да, вот это что-то там. Не, ну Вот там это же вся я и в ваша свой адрес там что-то неоднозначность, слышал, я, видно, дал ответку. Плюс Что-то. еще, слово за слово зацепились и начало вот это вот все из вас литься. Можно сказать даже не за, а вопреки. То есть не факт, что вы действительно так думали, но вопреки тому, что вам сказали, Ну, да, вы начали... да. Там дело в Ну, я том, это что так сказок тоже написал этот батюшка, короче. Я с людьми там жил нормально, короче, тоже у меня вселенная. Общались в этом. Я в Ставку жил. Да, вы это знаете, же, много да. не надо. Достаточно любых проявлений, какой-то пару пророссийских Ну реплик. да, они сразу на меня СБУшника вызвали, меня за всё, Чеча, с понятно, Донецка ситуация поехали. ситуация ясна. Ну и срок-то 2 года. Да 2 года, ну да, как будто я кого-то убил там, или Не, я если бы вообще пальцем как будто никого не кого-то тронул. убили, то было бы 15. Да если бы я даже ударил, наверное, мне лет 6-7 напаяли. Если бы ударили, да, было бы больше, конечно. А так тут просто просто 2 года, это же, наверное, меньше меньшего. Меньше санкций статьи. Да? Какая там санкция статьи? Ну, не знаю, я думаю, что в России мне лет 6 бы навалили за такое. Дело в том, что у меня не было, я мог сражаться, я не знаю даже, че говорил я это или нет. У меня не было денег на адвоката, короче, как бы мне там предлагали там $1000. Не знаю, это с его все, меня судили просто с его слов. Он даже на суд не приехал, ни потерпевших не было, ни свидков, понятно, никого. понятно, Просто понятно, вот, понятно. просто вот дядька на меня там что-то наговорил, меня раз печатали. Я все понимаю. А ви ж знаєте самі, що в селі. Ну, священник, він приведе кучу людей, а я що, хто мене там знає? Приведет, короче. сколько что. Що я скажу? Що я один там, или я не говорил это там, даже если я это не говорил. Ну, я все-таки склонен думать, что говорил. Ну, наверное, я тоже мог. Ну, я думаю, что я мог это сказать. Ясненько. Ну, от себя, если хотите что-то добавить или обратиться в ту сторону, чтобы они вас забрали, в общем-то, на этот самый обмен можете обратиться. Да ну, пускай забирают, что там говорить. Я просто хочу выехать по причине того, что мне просто здесь я считаю, что мне делать нечего. Пройдет год, еще даже если не заберут. Я выйду из тюрьмы, меня через 2 недели опять привезут. Чего вдруг? Ну, может быть такое. Я шучу, конечно. Может быть такое. Не, вам бы просто надо бы как-то немножко поработать над собой чуть-чуть в этом плане, чтобы вас не привезли, чтобы просто не повторилось. Не, я просто говорю, у меня ситуация. родственники там живут, а здесь у меня ни жилья, ничего, все разрушено. Все. Берем крайний вариант. Во-первых, что нам немножко государство помогает, да, таким как вы, вообще-то, да. Не, я помощи не просил. Ну вот, могли бы попросить. Но берем крайний вариант. Вы отбыли срок, вышли. У вас паспорт же есть, правильно? Загранпаспорт? Обыкновенный и загран. Есть, да. Езжайте, если вам сильно надо. Держать, я думаю, вас не. Так как выехать, если закон не разрешает мне выехать? Я выехал бы сразу. Ну, обычно этот путь проделывают из России куда-то. То есть через третьи страны, через Ну, у меня очень много через знакомых страны Балтии. на Запорожье выехали. Именно туда, к врагу уехали. Ну, вот так делают. Ну и вы сможете, если вам сильно захочется уехать к врагу, то вы сможете уехать к врагу. Было бы желание. Я не сильно понимаю смысл, но если вы тем более все еще хотите туда уехать, и через год выйдя, да, находясь в своей стране, да, понятно, что у вас есть, конечно, определенные проблемы, захотите туда поехать все еще,
Ну, меня Так нет у слов. меня родственники там живут, мне ехать больше Так вы некуда. же говорите, вы родственникам этим не сильно нужны. Ну, как это? Что вам родственники? Квартиру купят? На Не, работу квартиру устроят? они мне не купят, но я думаю, чем-то могут помочь. Так вам и тут чем-то могут помочь. Жилье вам, я думаю, предоставят. Вы специалист в определенной области. Можете попробовать найти себе работу, остаться и жить. Может, у вас просто какая-то ненависть к Украине как таковой появилась, а я вижу, что она появилась, то... Да ничего там ненависти никакой нет. Я человек верующий. У меня там Вот. ненависть как-то. Но я не могу понять, ну крошатся, понимаете, крошатся взгляды. Вот прям Ну, обидно на мне, ходу. например, что православие тут ущемляется. Вот это мне очень сильно мне не нравится это. Как бы вам сказать, ущемляется. Перемена на католический Не сильно хочу говорить. календарь. Не сильно хочу говорить о религиозных темах, просто потому что они меня не сильно интересуют. Но просто Плохо. касательно вот... А что плохого? Что плохого? Разве моральность человека или веру человека определяет то, в какую церковь он ходит? Или по какому календарю он что там делает? Или берет он с собой колбасу в корзинку на Пасху или не берет? Я не считаю так, например. Что я должен этим так глубоко интересоваться? Религия это основа. Это, я другой не вопрос, знаю, что из той же православной церкви, к сожалению, куча наводчиков, куча вот этих людей, которые пропагандировали куча, ну, именно не русский все ж. мир. И, я понимаю, но так получается. Это не моя парафия. Ну, говоря. например, вот на Волыни там священник, его сын там воюет в АТО, защищая родину, приезжают к священнику, короче, люди и начинают там, ну, обливать нечистотами. Я считаю, что это глупо. У нас это происходит. Я не знаю ситуации. Если так, как вы говорите, сын воюет в АТО, священник просто священник. Нет вот этой вот всей пропаганды, которую можно было услышать собственными ушами уже после 2014 года, уже после вторжения, да, вот это, что братские народы, давайте жить в мире, давайте жить дружно, а вот если бы мы бы их условия бы выполняли, то на нас бы не напали, да, то есть нет в этих всех речах даже малейшего намека на субъектность, что мы субъект, что мы сами по себе, и мы решаем, что нам делать, да. Вот если вот этого всего в этих речах не было, а к нему просто так вот пришли и начали высказывать что-то, то это, конечно, неправильно. Но я подозреваю, что дыма без огня тоже не было в этой ситуации. Если у нас вот действуют люди, да, определенные, которые уже даже после полномасштабного вторжения, уже после того, как ракеты летят, просто уже сносят целые города, тот же Мариуполь, который вы хорошо знаете, и ваши собственные села, да. Если даже после этого у нас еще остаются люди, которые продолжают что-то там рассказывать о каких-то братских народах, ну, я считаю, что они глубоко больны, эти люди. Это то, что я считаю. А работа правоохранительных органов – это работа правоохранительных органов. Они руководствуются и должны руководствоваться не тем, что они считают, а буквой закона. Как-то так. Понятно. Не, ну, Я вас, по-моему, по телевизору видел. могли. Да. Могли. Вы общаетесь с военнопленными. Общался долгое время. Я понял, я вас видел. Пока не начал общаться вот с людьми по вашим статьям. И цель-то гуманитарная. Вот вы там рассказывали, Россия, рассказывали, да, что у вас есть люди, которых вы пришли защищать. Под какой угодно маркой, там, защиты русского языка, что, я думаю, вы согласитесь со мной, полная чушь. Ну, вначале это полной чушью не казалось, я не знаю, как сейчас. Ага. Почему вначале не казалось? Ну, запрет, например, там русского языка. Я, например, учился в Союзе. Я учил и русский, и украинский. Для меня это два родных языка. Ну. Я не пойму, зачем один из них надо было запрещать. А как вы видите запрет? Ну, не преподавать его в школе.
Да, потому Если что человек Украина- хочет ребенка, например, Да, учить потому на что это русском Украина. языке. Да, потому Даже что- я в шоке з київлян, вони всі говорять по-русски. Короче. Я все життя пророзмовляв на не українській всі. мові, я учився в Ну, українській не школі. все. Ну зачем И все? я так не думаю, например, як человек приходит, говорит на русском, думает на русском, короче, живет как русский, короче, ну, хочет уничтожить этот язык и стереть его с лица земли. Я вот этого, понять не могу вообще. Выражение «живет как русский» это что? Ну, мыслят по-русски. Например, там селюки там в селі, вони так, як київляне, думати не можуть, потому что вся литература, вот даже я сижу здесь, вот я читаю здесь литературу, я беру в библиотеки, они все на русском языке. Куран, там, Тора, короче, все. Вот здесь, вот я сижу сейчас на Западной Украине. Ивано-Франковск. Ивано-Франковская область, да. Все на русском. Ну, правда не дадим. Потому что нашего пока еще нет. К сожалению, мы за Ну, 30 еще, лет ничего не сделали. Ну вот, а теперь я подрезюмирую то, о чем вы говорите, да? В целом, это, конечно, печально. Печально. Как история с ядеркой. Да, печально. Мы сами виноваты, Но то, что сейчас привело. Но это к почему украинцы сейчас пытаются перейти массово на украинский язык? Ну, это не надо было так делать резко, во-первых. Это надо было сделать еще лет 20 тому назад. Да, И ну, если надо бы было делать сделали это бы, плавно. Если бы это сделали бы, один шизофреник в Кремле не имел бы возможности сказать, что он идет там защищать каких-то русскоязычных. Почему? Потому что проблемы самой по себе не было. Мы на русском сейчас с вами разговариваем. Нас никто не пришел, не съел. Вы здесь можете говорить на русском? Можете. Книги на русском читать можете? Можете. Так где же А зачем запрет я здесь языка? буду говорить на русском, Так где ж если запрет языка? я легко владею Да украинским? нет, Я так, перед вами, все по-украински говорят. перед вами вот был человек, который конкретно из Горловки, русскоязычный, но он же говорит о том, что он говорит на русском, его же никто не трогает. Все нормально. Так где же запрет? А вы говорите вначале. А вначале эту историю раздули, конечно. Раздули. Зачем? Да затем, чтобы вот этот шизофреник московский, сегодня один, завтра будет второй и третий. Не, ну у нас в стране присутствует такое. Я не думаю, если бы я не был украинскоязычный, я приехал бы на Волынь, они еще все на меня так смотрели. Вот человек приехал там с Донецкой области, я файно размовляю на украинской мове. Да. Это просто потому, что это я вырос, я в украинской среде вырос, даже в западноукраинской среде вырос. Дело не в этом. Но я думаю, если бы я говорил по-русски, у меня проблемы были бы намного, чем со мной произошло. Подозрительность к вам больше. была бы. Ну, конечно, сразу же. Ну, конечно, сразу. а что тут такого? Со мной бы многие даже просто не общались. Конечно. Имеют на это полное право, моральное. Потому что агрессия российская начинается с 2014 года. Это если брать только период независимости. Вот. Я не знаю, я вырос на Донбассе. У и нас, люди могут... Я вообще не слышал такого, чтобы у нас на Донбассе, что кто-то там говорил на украинском, ему что-то сказали. Или кто-то говорил. Я привык слышать и тут. Правильно. Привожу вам другой пример. Приезжаю Никаких проблем вообще не было с сюда, этим. приезжаю я на Волынь, приезжаю я там в Луцк, в Ровно, не знаю, во Львов. Розмовляю українською мовою, так? В Києві теж намагаюсь говорити українською мовою. Приїжджаю в Харків, в Дніпро, намагаюсь говорити українською мовою. Но грешу, перехожу на русский все-таки. И меня, конечно же, никто не осуждает там за то, что я перехожу. Потому что действительно полгорода, а то и больше, говорит на русском языке. Да я в Броварах служил, у нас все по-русски говорили. Но обратное осуждение может быть, потому что вы в Украине. Вы в Украине. И если вы приезжаете в регион западной части Украины и начинаете здесь говорить по-русски, конечно же, вас могут за это осуждать. Что ж тут непонятно? Вы же в Украине. Просто многие люди, живя здесь, особенно вот с территории так называемого Донбасса, не поняли. Вот не поняли. А что не на поняли, Донбассе? что это Украина. На Донбассе в селе все по-украински разговаривают. Прекрасно. В любое село заедь, там все на украинском. Ну, не все. Ну, многие. Ну, многие. Я тебе говорю, что все. В любое село заедь, ты услышишь там украинский язык. Ну, прекрасно. Ну, прекрасно. Ну, балачку, украинскую прекрасно. балачку. А Тоже я так. разговариваю с теми, которые взяли оружие и пошли сюда, и вот они мне почему-то говорят противоположные вещи. Ну, так оружие брали там и украинскоязычное.
Ну вот, видите. Даже украинскоязычные, насколько Ну, вот я видите, помню, да. первое Насколько- видео 2014 года, там в сепаратистах были Насколько украинскоязычные люди. нелепый языковой вопрос в этом контексте. Насколько нелепо он выглядит. Мы просто зацепились и пошли уже по этому языку. Многих зацепило, например, вот я не пойму, зачем во Львове там развалили памятник советскому солдату обелиск. Вот это я тоже. У меня дед со Львовской области. Немцы забрали его двоюродного брата. Вы берете один случай какой-то, да? Там массово таких случаев. Я не хочу, да. Массово. Я массово ехал с Киева сюда. Мой маршрут с Бараш, Чортків, Коломыя, да. И знаете, сколько я видел памятников воинам советскому солдату? Ну, много. Ну. Порядочно так, порядочно. Знаете, прям вот едешь, и они стоят, никуда не делись. Ухоженные, все нормально. Но вы почему-то, вот проблема вот этих людей, которые пытаются как-то оправдать российскую агрессию, заключается в том, что вы почему-то все концентрируетесь на каких-то локальных вопросах, на которых, ну, я не знаю, видимо, хочется сконцентрироваться. То есть хочется сконцентрироваться на памятнике, которые снесли. Но почему-то вот... Ну и показали его в СМИ специально. Мне кажется, что это специально было сделано, показано. Вполне вероятно. Чтобы сделать Вполне сепаратистов, сделать людям, которые это не Ну, понравится. понимаете, в чем ситуация? Давайте по-честному. Страна, в которой 40% населения выходцы из Советского Союза. Да? Ну да. Да? Ну я пионер, например. Наверное, Я присягу да там хоть комсомолят. Ленину Зиганули давал. щас? Там еще. А? Зиганули сейчас? Нет. Зиганули, я не зигую. Упаси Нет, Господи. ну понятно, что надо было на государственном уровне чуть больше учитывать веяния, да, и то, чему этих людей учили. Это надо было учитывать. Да, потому что, ну, нельзя, вот человек там 40 лет прожил, да, его учили одному, его учили, что вот это вот белое, вот это вот черное, нельзя это все взять и перевернуть. Будут последствия. Понятно? Я вот не пойму, в чем вот там Ленин там помешал. Я именно до войны, до 2014 Ленин года. ничем не помешал. Я Ленин работал с просто к нам не пацанами, имеет никакого 18-летними отношения. пацанами, 18-19 лет пацанам. Я им задавал вопрос. Я говорю, вы знаете, кто такой Ленин? Они говорят, мы не знаем, кто такой Ленин. А люди не знали, кто Так это и такой. правильно, они не должны знать. Вообще, ну если не нравится тебе, скажи, Какое там, к нам ну, имеет отношение плохое Ленин, что-то сделал. скажите, пожалуйста. Какое? Почему у нас должны быть Так почему памятники его Ленину? виноватым сделали? Этого Да его не болвана сделали начали. виноватым, его просто убрали и Ну все. так а зачем? Если вы знали, что это спровоцирует этих советских людей. Это другое, о чем вы говорите. То, о чем вы сейчас говорите, это немножко другое. Это вы постоянно возвращаетесь к глубокой государственной политике, да, на которую ни вы, ни я никак повлиять не можем. Но мы с вами граждане, да, и мы можем смотреть на это как-то по-своему. Ну вот расскажу, Каждый. у нас случай, А вы перебью всё вас. время берете- У нас был случай в Северске. Но, Вот я сам с греко-католицкой громады, там, но. к нам приезжают священники со Львова, там, в Белокаменку, Белогоровка, как она называется, Чубаровка по-народному. Там греко-католицкая церковь, у нас в Звановке, все. Приезжает священник в Чубаровку, то есть это или Белогоровка, или Белокаменка, я не помню, Белогоровка, по-моему, эта деревня называется. Кстати говоря, вы греко-католик, что-то вы начали тут про православных говорить. Я думал, что вы... А я считаю, что это одно и то же. Просто греко-католиков сделали католиками еще раньше. Просто они были раньше Просто православными. среди греко-католиков услышать какие-то пророссийские речи не так просто. Ну, потому Чаще. что они не знают своей истории. Греко-католики ж появились когда? Они что, были Греко-католики раньше не знают православные? своей истории. Ну, они знают свою историю. Ну, когда они Риму начали подчиняться? Это те же православные просто начали подчиняться Риму. И Да, все. ну я понял. Праздники у них все Да, такие ну, же я понял, самые, но как вы у так говорите про православных. православных, как будто бы все православные обязаны любить... Не, у меня нету просто различия между греко-католиками и православными. в этом смысле. Лично Хорошо, у все, меня. опять это религиозная тема. Давайте, я вас перебью. И они вот приезжает священник там туда-сюда, вот у нас много патриотов в моей деревне, там националистов, патриотов, священник это делает. Он надоумливает молодежь Чубаровки, садиться в автобус, ехать в город Северск и валить там Ленина. Ну, естественно, местные жители смотрят, приезжают какие-то ребята, короче, начинают Ленина валить. Они выходят и начинают, короче, там, ну, извините за выражение, морды им бить.
Просто вот я не пойму, зачем это было делать. Вот зачем священнику надо было вот это делать. Я понимаю, что Ленин это идол. Это идол, его не должно быть. То есть вы не апеллируете к самому факту того, что нужно было бы как-то убрать Ленина, вы говорите о том, что нужно это было делать как-то более мягко. Ну, Постепенно да, это надо было подводить, какое-то время. объяснять. Конечно, так резко это вот чем это все закончилось. Ну, Просто с нашей нечего стороны сказать, очень много да. ошибок, которыми пользуются, ну, как бы. Совершенно верно, да. Вот да, и всё. Да. Это точно такая же ситуация, как, например, может один сумасшедший, а это было, ну реально случай был, приехал московский поезд, и он пробежал под каждым из вагонов, и под каждым из вагонов позиговал, все это позаписывал, опубликовал. У него там 200 просмотров, Ну, да, ничего не интересно. Зато российская пропаганда это берет, подхватывает, и буквально каждый Вот, пропагандист показывает это, подводя это под то, что вот у нас все, тут нацизм. Да, это тот же случай. Ну что ж. Но только меня это не сделало пророссийским. И российскую агрессию я ровным счетом никак не оправдываю, а глубоко осуждаю. Вот в чем дело. А вы все равно как-то вот вроде бы ее и осуждаете, и точно вроде как ее не поддержите, но все время, значит, пытаетесь искать какие-то оправдания тому, что произошло, в том, что у нас что-то было не так. Ну не так у нас было, конечно, только это не давало им права вторгаться. Вот и все. Конечно, не давала им права вторгаться, короче. Просто так же не вторглись. Чего при Кучме они не вторгались к нам? Просто так не ну, накапливали, я так думаю, потенциал. Я думаю, если бы он хотел к нам захватить нас, он бы в 2014 году это сделал намного проще. У нас ни армии, ничего не было. Сложная тема. Но он этого почему-то не делал. План, видимо, был другой. Хорошо, ответьте тогда мне на вопрос, почему, если он хотел так сильно защищать жителей Донбасса, почему в 2014 году еще не были проведены там вот эти псевдореферендумы, короче, почему он их топа не забрал? В 2014 мог же. Все, оккупированная территория. Ну, мог же. Ну. Вопрос, почему тогда, короче, я не знаю, ну, ему, мне кажется, что ему вообще Украина не нужна, ему нужен только Крым. А мне кажется, план другой был. Как и Крым даже. То есть Крым я нужен. заберу, хотя мне не надо. Я сделаю себе на этом политическую кампанию, но мне это не надо. Я выпущу медальку за освобождение Крыма, но мне это не надо. Ну что за детский сад? Может просто немножко более глобальные процессы за этим совсем стоят, чем вот так вот думать. Ну, я тоже процессы эти глобальные пока не понимаю, но у меня свое мнение на это все. Ну давайте подумаем, почему все-таки не забрал Донбасс. Есть же явное объяснение. Ну как не забрал? Он его практически уже забрал. В 22 году все, они там что-то там поутверждали, порешали, что все забираем, присоединяем. Он думал, что Крым просто ему вот так вот пустят и все. А Донбасс это... Я не думаю, что ему Донбасс нужен был. Нужна была вся Украина, на самом деле. Может быть. Если бы Да она мне была так бы не не нужна, кажется. то ничего бы не было бы вообще. Нужна была под контролем вся Украина. Вы об этом как раз уже и говорили. Версий много. Версий Что много. на Украине творится, там, о геноциде молодняка, о постройке там, небесного Иерусалима у нас в Украине. Очень О, много. это вообще Там, да, мощня. там Вы в вариантов это очень верите? много. Вы в это верите? Там Ну и как постройка это верить? Я Иерусалима? об этом знаю, я слышал об этом. Верить я не могу. Как это верить? Это ж не Бог, чтобы я в это верил. Будем посмотреть. Я вижу то, что сейчас очень много молодых пацанов с обеих сторон умирает, и это славяне. Война идет. Славяне. И не славяне. Ну, чеченцы. Они там Вы присутствуют знаете, сколько в чисто России по телевизору. национальностей вообще проживает? Я знаю очень много. Ну, вот все они и умирают. Ну, в основном славяне, я думаю. Что. И не в основном. В основном славяне с украинской Ну, я не стороны. знаю, я не воевал. Ну, видео наши посмотреть. Смотрите, сколько там башкиров, бурятов, этих... Не, видел, да. татар, Бурятов видел. Господи, да кого угодно. Марийцев. Я даже недавно с одним мордвином разговаривал, так я его просветил, что мордва вообще не славяне-то на самом деле.
как оказалось. Википедию ему открыл, он историю народа своего почитал. Славяне же пришли с Киева туда, завоевали местные племена на территории современной России. Ну, некоторые завоевывали, а некоторые просто помогали, основывали, короче. Ну, это как Владимир и его сын, там уже Кацап стал. Там. Но только там изначально были все эти финно-угорские племена, и как бы, никаких проблем не вижу. Ладно. Тяжело об этом говорить сейчас. И печально, обидно за все вот это, что происходит. Очень много ребят с Мариуполя, которые, например, не знают, как домой ехать. У них родители там. Но я думаю, что желание выехать отсюда у многих есть. Даже у местных ребят. Вот у меня знакомый, он через речку, он текал, короче, полностью. Он бежал с одним паспортом. Люди бегут домой. Ну, он в Европу убежал, да. Или в Европу. Ну, по-разному, разные ситуации. Потому что в доме у него жили солдаты. Вот так, пацан молодой, короче. Война Пришлось идет. закон нарушать. Он нелегально пересек границу. Война идет. Вопрос в том, кто виновен в этой войне. И Ну, я вам так хочу сказать, что может, если... микрофон не этот, да. Потому что Кто... я за него уже забыл. Кто виновен, я не могу сейчас об этом сказать. Потому в этом- что я вот в этом считаю, и что вся мы проблема. простые люди и очень много чего не знаем. вот в этом и вся проблема. Вашего нахождения здесь и всей этой ситуации. Мы не знаем на самом Мы деле, можем, кто мы, там, мы что. можем еще раз 15 пройтись кругами, вот этими всеми логическими цепочками, и это ничего не изменит. Суть проста. Вы хотите на обмен? Обратитесь в ту Да. сторону. Хотим на обмен, если можно забрать, заберите. Все. Если хотите что-то, может от себя Не, добавить. если просто там, что плохого, что пацан какой-то там с Франковской или со Львовской области приедет домой, Не, я не, уеду ничего туда, я плохого в думаю, я этом. только Это как раз хорошее очень сделаю. хорошо. Мне мать даже его спасибо Это скажет. как раз очень хорошо. Да. Вот и все. И не только с Франковска. Есть и с Донецкой области. Наши люди, которые там сидят, удерживаются, и они не хотят жить на оккупированных территориях. Они не хотят жить где? Они хотят жить в Украине. Ну там какие проблемы, Господи? Проблема в том, что их не отпускают. Их не Потому отпускают. что мы их хотим забрать, а они вас не очень. Вот в чем проблема. Как и проблема в том, что мы войны не развязывали. Я уж точно не виноват. Война началась. В целом все ясно. В целом все ясно. Я вообще музыкант, работал в шахте имени Засядько в оркестре. Так вы музыкант или матрос? Ну, я вот работал в Засядько, потом уходил в рейсы. Ага. У меня кум был дирижер оркестра и директор, короче, тоже знакомый. Я учился в Артемовском музучилище. Пацанам. Вот один сейчас в Киеве сидит, один в Москве, и они там не разговаривают. Поссорились очень многие вот, среди моих друзей. Одни выехали туда, одни сидят в Киеве. У меня брат, он тоже патриот, ездит сейчас, гастролирует Еще раз. по Европе, собирает деньги на ЗСУ. Красавчик. Артем Погорелов, может вы даже его знаете, он свадьбу в Насте Каменской играл. Клавишник, это мой брат двоюродный. Немного не мой стиль музыки. Да, вот так вот. А второй брат сидит в России, там певец Артур, он сам с Изюма, вы знаете, что об этом забыть нельзя, песня вот эта. Пацан с Харьковской области тоже, вот мой брат с ним тоже клавишник, его выступает с Меладзе, с Артуром. И они тоже между собой сейчас не разговаривают, родные братья. Ну, правильно. Один патриот Украины, другой с ним не согласен. А другой патриот агрессора. Ну, походу, он там живет, у него там Да. квартира. Но я бы тоже не разговаривал и не разговариваю Я с не теми, знаю. кто поддерживает тех, кто бросает в мою страну ракетами. Это как бы логично и просто вроде. А у вас какие-то другие взгляды на это. Толком вы эти взгляды объяснить не можете, но всегда можно объяснить это тем, что мы люди маленькие, многого мы не знаем. Толком я не знаю, как дальше Ну вот, быть, как дальше жить. это я уже понял. Это я уже понял. Я же спрашивал, хотите что-то добавить? Вы говорите, нет, я вот микрофон снял, вот он лежит. Хотите, я вам его обратно прицеплю, будете дальше Да говорить. не буду Я не ничего против. говорить, что там говорить.
Если не будете, то давайте следующий, кто там у нас есть еще.